Алло, ебать, всем фанатам серии DMC, остальным соболезную. Сегодня я хотел бы рассказать о бэкграунде такого легендарного персонажа, как Вирджил, также известный как Вергилий. Если вы человек из высших сословий или чисто по-русски Виталя. Если вы придерживаетесь оригиналов манускриптов, написанных древним белорусским мыслителем Квеном 228. И благо рассказывать есть о чем, ведь Вирджил — это, оказывается, непонятый массами персонаж, потому что даже посмотрев все ролики о его истории на ютубе, вы не сможете найти того, что подготовил для вас я. Игра DMC 3 является одной из моих любимых игр, но я всегда хотел знать о персонажах в ней больше, чем нам рассказывали разработчики. Девелоперы проделали огромную работу для того, чтобы показать мотивацию героев и создать ее у игрока, но настоящие причины всего этого готического сексуального пиздеца всегда оставались для меня неясны. До момента, пока я не прочитал мангу. В этом видео я не буду уделять много внимания Данте, потому что, к сожалению, по иронии судьбы, он даже после прочтения комиксов остается довольно пустым персонажем, по моему мнению, который все как бы делает из-под палки, только чтобы толкать сюжет игры дальше. Но эта его пустота по сравнению с Вирджилом является его одновременной особенностью характера, потому что если опираться на мангу, вышедшую после Devil May Cry 3, действия, которые происходят за год до действий всеми любимого хардкорного слэшера, и мангу по Devil May Cry 5, которая выходила практически сразу после старта продаж одноименной игры, Данте, как брат-близнец Вирджила, логично выглядит как его вылитая копия на лицо. Но по сравнению с Виталиком он экстраверт. Первая манга в основном крутится вокруг Данте, но благодаря всего лишь одному обрывку из детства Вергилия мы уже начнем смотреть на него по-другому и начнем составлять некий психологический портрет, располагая той немногочисленной информацией, которая у нас имеется. Извиняюсь, конечно, за сложное хитросплетение моих слов и количество информации, так что помогу отстающим от моей мысли расслабиться. Сука, пидор, ёпта, бля. Вот так должно быть лучше. Но если не помогло, попа в какашку. В какашку поп. Хорошо, я думаю, можно дальше двигаться. Хочу, кстати, отметить, что рисовка первой манги просто нереально стильная, мрачная, да и сюжет с персонажами очень круто прописан. Фанатам или любителям стилистики это обязательно к прочтению. Так что же за сцена, о которой я говорил, после которой вы будете по-другому на него смотреть? На него, то есть на Вирджила. По сюжету игры Вергилий, заручившийся помощью Аркхема, возрождает башню Теминигру, которая является связующим звеном или же порталом между миром людей и демонов. В данном эпизоде Вергилий устанавливает контакт с некой сущностью башни. Эта сущность не что иное, как объединенные души сильных демонов, которые Спарда, отец братьев-близнецов, лишил имен и сделал частью башни. Входя в контакт с сознанием Вергилия, сущность показывает ему сцену из его детства. Мы видим малого Виталика, находящего себя почему-то без одежды на кладбище. Рядом мы видим его меч Ямато, а из могил тем временем начинают вылазить ебучие скелетоны-демоны, и естественно вылезают они со словами «Ну чё, пацаны, аниме?». После чего начинается битва. До этого момента, напомню, мы никогда не видели Вергилия испуганным, а в этой сцене он боится. Он пытается отбить полчища напирающих противников, но, к сожалению, в силу возраста он оказывается поражен копьем и буквально прибит к надгробию, на котором виднеется его собственное имя. Виталий смотрит вдаль, а за горизонтом вздымается дым от пожара. Малой успевает произнести имя своего брата Данте, как бы догадываясь о том, что скорее всего его брат стал жертвой огня, либо же пытаясь позвать его на помощь, и вдруг один из демонов подхватывает меч Ямато и пронзает Вирджила. Контекст данной сцены во время выхода манги был неясен для читателей, но благодаря этому эпизоду мы уже могли увидеть, что у Вергилия есть некое темное прошлое, и тема страха в нем играет очень важную роль, как собственно и Данте, заботу о котором Вирджил открыто никогда не проявлял в рамках игр серии. Большинство сюжета и раскрытия персонажей в Devil May Cry, стоит сразу отметить, зачастую происходит между строк.
Сторителлинг в этой вселенной очень сильно полагается на визуальную часть и в первую очередь вызывает к чувствам аудитории. И вам, как читателям или игрокам, чтобы понять многие детали сюжета, нужно будет не только смотреть за происходящим на экране, но еще и смотреть, как происходящее отражается на персонажах, как они реагируют на мир и, проще говоря, пытаться понять, что они чувствуют. Такой подход к сторителлингу очень сильно отличается от стандартного европейского или американского, где все говорится прямым текстом, так что в случае с Вёрджилом, закрытым интровертом, нам нужно будет уделять предельное внимание его словам и видениям. Потому что, как и любой интроверт, он человек, который может проходить через невозможные для объяснения моменты, драмы и периоды поисков себя, и при этом даже не давая окружающим намека на то, что он чем-то озадачен. Он может жить в своей голове во второй реальности, а физически оставаться, к примеру, в своей кровати. Так что же значит эта сцена сражения среди могил, и причем здесь интровертная природа Вергилия? А при том, что если закрытость Вёрджила видна еще с первой манги, где он всегда очень внимательно следит за Аркхемом, не подпуская его близко к себе и считает его своей прислугой, как и любого другого человека, то в манге, приуроченной к выходу DMC 5, мы узнаем о том, что Виталик не только закрытый, но еще и имеет явные проблемы с самооценкой. А битва среди могил оказывается моментом, когда на дом, в котором жила семья братьев-близнецов, нападают демоны, подручные Мундуса. Мундус же это один из самых, если не сильнейший демон, который был предан в свое время Спардой, когда тот, влюбившись в обычную девушку человека, закрыл портал между миром людей и ебучей нечисти. По итогу этого нападения мать мальчиков погибает. Данте удается спастись, прячась в шкафу, где его мама сказала ему сидеть, а Вёрджил оказывается проткнут собственным мечом на подходах к семейному дому. Батя Спарда, стоит уточнить, в это время уже оказался пропавшим, и даже по лору непонятно, как его жизнь закончилась, но вроде как он умер при неизвестных обстоятельствах. Виталий же все же удается выжить, да еще и пробудить свою демоническую силу, потому что когда Ямато пронзает его плоть, триггерятся демонические способности малого. Ну и думаю, не нужно объяснять, что после высвобождения этих сил Вергилий просто нахуй наматывает всех этих гуфи-скелетонов, врывается в родительский дом, но к тому времени он уже полностью объят пламенем и выживших в нем не наблюдается. Так Вёрджил стал тем, кто он есть. Он пережил близкую к смерти ситуацию, потерял маму и думал, что потерял младшего брата. На тот момент он считал, что вся его семья мертва, а он единственный выживший. Нетрудно догадаться, что после произошедшего малой обвинил себя за то, что он не смог помочь своей семье, за то, что он был слишком маленький и слишком слабый, чтобы что-либо сделать. Но для такого вывода на самом деле были предпосылки. Как нам известно, Вёрджил сражался на подходах к пылающему семейному дому. Откуда же он пришел? Два брата были в саду дома. Они, как всегда, спорили. Экстравертный младший брат уговаривал старшего подраться с ним на мечах, а тот, в свою очередь, отмахивался и говорил, что хочет почитать. Виталий идет в библиотеку, находит книгу поэзии, которая позже станет его любимой, и он подписывает большую букву V на обложке, объясняя это тем, что он и его брат часто дерутся, так что только подписав вещь, он может сделать ее по-настоящему своей. Вернувшись домой, Данте снова донимает Вёрджила, пытаясь отобрать его новую книгу, и они дерутся. Их мама, увидев, что братья снова избивают друг друга до крови, останавливает их, делает замечание Виталику, что он как старший должен быть умнее. Но Виталика вся эта драма уже просто заебала, он кричит, что просто хочет почитать и убегает из дома. Сидя на какой-то детской площадке, он про себя говорит, как он устал от брата, который не знает, когда перестать доебываться, и что мама постоянно верит именно младшему. В этот момент мы узнаем, что Вергилий чувствует себя нелюбимым ребенком в семье, и он чувствует зависть в сторону своего брата за то, как мама, по его детскому мнению, очевидно любит его больше. Но в этот же момент появляются демоны. Вёрджил бежит обратно домой, и события дальше мы уже в принципе знаем. Проблемы с самооценкой Вёрджила начались с детства, и они не перестали влиять на него даже годы спустя. Повзрослев, Виталий как будто бы на миссии, чтобы доказать себе, что он может быть сильным, что он достоин победы и достоин любви. Эти три фактора являются главными мотиваторами в жизни персонажа, и они помогут в дальнейшем в понимании решений, которые он принимает. Что двигало Вергилием, когда он открывал портал в мир демонов DMC 3? Эти три фактора.
И что послужило причиной его заточения у Мундуса? Эти 3 фактора. В конце Devil May Cry 3 Виталик, оказавшись отрезан от мира людей, первым делом встречает Мундуса. Еще не оправившись от поражения, которое ему нанес Данте, он решает сразу же ринуться в бой с одним из сильнейших дьяволов. И решение это понятно. Он все еще эмоционален по поводу своего проигрыша, он все еще хочет доказать себе, что он способен быть сильным, но он снова проигрывает. Но этот проигрыш уже не брату-близнецу, а демону, который живет желанием отомстить отпрыскам Спарды. Мундус лишает Вёрджила воспоминаний и сознания, делая его своим паладином, который будет беспрекословно выполнять его приказы. В первой части Devil May Cry мы уже знаем, что Данте предстоит сразиться с Вергилием, потерявшим память, и перед тем, как убить своего брата, увидев фамильное ожерелье на шее своей жертвы, Виталик остановится и начнет бороться с заклятием, которое на него наложил Мундус. Данте же в дальнейшем победит Мундуса, и судьба старшего брата становится туманной. Но очевидно одно – он смог выжить. Теперь Виталик на последнем издыхании. Даже у демонического тела есть предел. После всех этих ужасов, которые он пережил, поражение за поражением, будто это бесконечный кошмар, он набредает на гараж, откуда веет его демонической силой. Он отрывает руку стоящему внутри Неро, которая в свое время впитала в себя силу Ямато, тем самым возвращая свой меч, и Вергилий телепортируется в родительский дом, черный, разрушенный от давнего пожара, но и сам он в предсмертном состоянии. Он загнан в угол. И тут начинается главный этап жизни Виталика. Он пронзает себя Ямато, чтобы освободиться от прошлых поражений, от воспоминаний, от кошмаров и, самое главное, от человеческой части себя, которая способна испытывать страх. Несколько сущностей освобождается из его умирающего тела. Опаснейший демон, движимый только желанием завладеть большой силой, которого в дальнейшем будут называть Уризен. 3 кошмара, которые были в войсках Мундуса, являются напоминанием о его поражении. Поражение Вёрджила, которое он понес в демоническом мире. А сознание самого Виталика становится обычным человеком, далее называемого Ви. И первое, что он испытывает в хрупком человеческом теле – страх. Он боится умереть, потому что рядом с ним стоит тот самый демон, который не имеет никаких воспоминаний своей человеческой части и движимый только желанием заполучить абсолютную власть любой ценой. Следует сразу уточнить, что относиться к Ви как к полноценному новому персонажу ни в коем случае нельзя, потому что это эмоциональная часть Вёрджила. Это все, что в нем есть, кроме демонических бафов. Но благодаря Devil May Cry 5, где из Ви сделали типичного для серии игр персонажа, который способен высирать лишь гуфи фразочку типа «я буду нежен перед боем жестким боссом» и не может обладать даже сантиметром глубины, люди привыкли считать его чем-то инородным и не принадлежащим к Вергилию. В манге же такого эффекта нет. Вся история — это ранее невозможный взгляд во внутренний мир старшего брата, возможность посмотреть на то, что заставляет шестеренки в его голове работать, и мы видим перед собой именно Вёрджила, а не загадочного Эмо, типа с книгой стихов. От осознания этого сильнее и интерес, с которым мы наблюдаем за отношениями Ви с его страхами. Сделав свой первый вздох в человеческом теле, он не может даже подняться с пола, думая, стоит ли вообще бежать, его тело все равно сгинет. С такой стороны этого персонажа мы еще не видели. Он настолько скован ужасом, что просто сдается, думая о том, чтобы кричать о помощи. Но последующая сцена будет еще интереснее. Вергилия спасает один из освободившихся из его прошлого тела ужасов Грифон. Вкратце, Грифон утаскивает Ви в безопасное место и предлагает ему заключить контракт. Дело в том, что демоническая сила у летающей хуйни заканчивается, а существование ее в одиночку без хозяина невозможно. Умирать ужасу, конечно же, не хочется, и он предлагает свою помощь герою, но в ответ Вёрджил всячески показывает свое превосходство и незаинтересованность в жизни летучего кента, мол, он вообще сам справится. Тот факт, что сын Спарды относится к людям как к существам низшего порядка и спокойно убивает их, если они хоть немного ему действуют на нервы в первой манге, это понятно. Вёрджил — это сын легендарного демона и обычной человеческой женщины, который стремится приумножить свою силу и выбирает не тратить время
время на прозябание со слабыми людьми, но такое поведение абсолютно не вяжется с его ситуацией. Он всего лишь слабый человек, которому нужна помощь. Каждый день для него на счету, и он не может расходовать силы просто так. Тут мы наглядно наблюдаем один из 3 факторов мотивации Вёрджила – комплекс касательно его бессилия. Он не может позволить себе оказаться в ситуации, где ему нужна помощь. Он отталкивает от себя людей, которые хотят ему помочь или любят его, потому что сам себя он достойным любви не считает. Ведь если он слабый, то как его можно любить? Если он слабый, значит его любят такие же, как он, а слабость в его глазах любви не заслуживает. Но даже с такими убеждениями, по иронии судьбы, будто насмехаясь над Вёрджилом, боги обрекли его быть зависимым от других людей. Он не может быть самостоятельной единицей. Во время сражения у горящего родительского дома, будто невидимые силы подбросили ему меч Ямато из ниоткуда. Чтобы активировать башню Тименигру, ему понадобилась помощь Архема, а теперь, чтобы выжить, ему нужно заручиться с помощью собственных кошмаров. После колебаний Ви все же заключает договор с Грифоном, и вместе они отправляются на поиски 2 других кошмаров. Одним из них становится Пантера, а третьим хуйня, которую даже в игре называют Nightmare. Следует заметить, что между летающим кентом и Вергилием завязываются некие дружеские отношения, где Ви, как маленький ребенок, в любой ситуации пытается все сделать сам, несмотря на свое бессилие, а Грифон спасает его и донимает, называя принцессой. Подобные потрунивания над Ви в игре, кстати, отсутствуют, потому что они бы логично помешали образу крутого персонажа на экране. Но это и стало ошибкой разработчиков. Мы играем за слабого персонажа, он отличается от Неро, это не Данте, он отличается даже геймплейно, всегда находясь в стороне. Так почему же не подчеркнуть это и не раскрыть его характер, как это сделано в манге? Скорее всего, потому что разработчики уже боятся экспериментировать, зная, какой токсичной может быть их аудитория. Ведь безопаснее сделать очередного персонажа с хуёвейшими ванлайнерами, чтобы он был копией Данте, чем глубокого, закрытого и эмоционального. Да что там говорить, даже Неро, который мне как персонаж очень нравится в 4-й части, в 5-ке ведет себя как совершенно другой человек в большинстве диалогов. Вернемся же к 3-му кошмару Ви, Найтмэру. Nightmare — это созданный Мундусом слуга, который должен был стать самым ужасным, и цель была достигнута. Только вот даже Мундус испугался потенциала, который хранило в себе это существо. Оно может поворачивать страхи противников против них самих, и на собственной шкуре Вёрджилу предстоит это испытать. Когда Ви с Грифоном и недавно пополнившие их ряды Пумой находят Найтмэра, они втроем понимают, насколько сильна эта хуйня. Первым делом 3-й кошмар дает пизды, пытавшийся быкануть Пуме, а Виталика она погружает в преследующие его ужасы. Перед Ви появляется Неро Энджело, ну или Нело Энджело, но в оригинале по сути это Неро Энджело. То есть он сам, находившийся в плену у Мундуса. Воспоминания о том времени возвращаются во всех подробностях, и их прерывает выстрел пистолета Данте. Как и в первой части DMC, Данте побеждает Неро Энджело. Вергилий спрашивает, зачем Найтмэр показывает ему это все. Цитата. «Что ты пытаешься мне сказать? Зачем ты бросаешь мою слабость мне в лицо? Я всегда был слабее него. Это ты хочешь сказать?» После чего Ви вырывает ядро существа, приручая его. Основываясь на этом эпизоде, можно сделать вывод, что Вёрджил завидует своему брату, но Данте не превосходит его. Счет у братьев равный 2-2. Первый раз в форме Неро Энджело Ви победил младшего брата в DMC 1, после чего Данте одержал ответную победу. И в 3-й части серии произошло то же самое в таком же порядке. Но момент, который действительно гложет Ви, это проигрыш Мундусу, которого Данте в свою очередь намотал на хуй вообще без проблем. Однако победа Мундуса не была честной. Вёрджил начал сражение с ним сразу после битвы с младшим братом. Он был ранен. Получается, что Вергилий не слабее Данте, но свои поражения он переносит намного тяжелее после эпизода с пожаром в родительском доме. Опять же, интровертная глубина Вергилия – это основная отличающая его черта, которая в большинстве случаев, как в этом, играет с ним злую шутку и простым языком заставляет его загоняться по хуйне. Тут мы узнаем о новом неприятном обстоятельстве. Чтобы призвать Найтмэра, Вёрджил тратит очень много демонической силы. К примеру, в первый раз, когда он это сделал, он потерял сознание. В своей голове Ви взвешивает, на какое время он может призвать 3-й кошмар. На
несколько секунд в лучшем случае. Этого времени попросту недостаточно, как и его сил. А значит, победить свою демоническую часть Уризена он попросту не сможет. Все было бессмысленно с самого начала. Осознание этого факта вызывает у Ви истеричный смех. Он теряет контроль. Вёрджил, лежа на полу без сознания после вызова Найтмара, говорит с Данте в своей голове, цитата: «Скажи мне, что не так? Мы были близнецы. То же лицо, та же сила, та же кровь. Мы должны были быть одинаковыми при рождении. Так почему я проиграл?» Ответ на этот вопрос может знать только сам Данте, и новая идея не заставляет себя долго ждать. Единственный вариант вернуться в свое оригинальное тело – это попросить о помощи брата разделаться с Уризеном. При встрече с младшим братом Ви внимательно следит за реакцией того, говоря, что на город скоро нападет демон с именем Вёрджил. И он удовлетворен, когда он ее видит на лице Данте. Ему приятно видеть реакцию брата. Она напоминает ему о собственной силе, которую он не так давно потерял. Ему приятно, что его брат признает его очень опасным противником. Данте ничуть не изменился с того дня, когда он удалил Виталика. Уходя, он замечает на столе офиса Devil May Cry фотографию их с Данте матери. Для Вёрджила это стало напоминанием, что она мать скорее Данте, чем ему. Что он никогда не был ее любимым сыном и, как следствие, был брошен один погибать от мечей демонов перед горящим родительским домом. И мы наблюдаем третий фактор мотивации Ви в деле – доказать себе, что он достоин любви. Так что насчет первого фактора – доказать себе, что он может быть сильным? Мы сможем увидеть эту мотивацию в действиях, когда Вёрджил отправляется в магазин, чтобы найти еды. Во временных рамках игры нападение Уризена на Редгрейв уже шло полным ходом, и Данте с его напарницами был побежден. Зайдя в разрушенный продуктовый магазин, Ви обнаруживает на полу сидящего плачущего мальчика. Он просит помощи, а сзади него появляются фигуры демонов. Место оказалось гнездом демонических существ. Пантера расправляется с парой адских пидорасов, и Вёрджил надменно говорит пацану уйти с его дороги, он мешает. Малой плача говорит, что он не может, и показывает на свою маму, придавленную под одной из витрин. Дальнейшую сцену я постараюсь озвучить, так как это в моих силах. Эй, сука. Эй, ты с первого раза не услышал? Ви сказал носить тебе свою задницу отсюда, так что заткнись и делай, как сказано, пиздюк. Я не могу. Да боже мой. Я бы никогда не оставил свою мамочку здесь. Вот зараза. Давай просто оставим пацана. В жизни пара людей ничего не изменяет. Должен защитить мою маму. Я сказал, что ты у меня на пути. Каким образом ты думаешь защитить свою мать? Ты бессилен и слаб. Единственное, что ты можешь сделать, это бежать. Иди и прячься. Моли Бога о помощи. Мне не может быть больше наплевать, даже если тебя разорвут на куски на моих глазах. Если ты хочешь умереть так сильно, поступай, как вздумается. Ты напуган? Нет. Нонсенс. Посмотри, никто не обвинит тебя, если убежишь. В любом случае, убежишь или останешься здесь, конец будет один, потому что ты слаб. Я сказала, я не побегу. Ви, у нас нет времени на это. Знаешь, мне было интересно, почему демоны все еще на нас не накинулись, но похоже, они ждут, пока мы подойдем ближе, чтобы они смогли напасть всей стаи. Их много. Это не будет легкой битвой. Похоже на то. Делай как хочешь, малой, это твоя жизнь. Ты мне даже не поможешь? Жалкая, наглая мелюзга, не способная защитить свою мать. Как ты смеешь требовать моей помощи из-за того, что ты боишься умирать? Заткнись, просто заткнись. Пожалуйста, помоги мне. Как низко умолять вот так. И тебе не стыдно себя так вести? А что такого в том, чтобы умолять? Ничего. Я хотел сказать то же самое. Так о чем эта манга и что мы узнаем о Вёрджиле? Это манга о принятии. Принятие Вёрджилом своей слабости. А что он считает слабостью? Все человеческое, что в нем есть. Если Данте в третьей части не мог принять в себе свое демоническое начало, то Вёрджил все это время не мог смириться со своим человеческим.
Человек не идеален, а следовательно и Вёрджил. Еще мальчиком он чувствовал себя нелюбимым сыном. Думал, что потерял всю свою семью, почти был убит, и вокруг никого не было, чтобы ему помочь. Став взрослее, он отбросил все свои увлечения, ища только силу, чтобы никогда не допустить ситуации, в которой он будет повержен. Только для того, чтобы позже быть униженным проигрышем собственного младшему брату и демону, убившему его мать. Представьте, если бы в Devil May Cry 5 была всего лишь одна миссия на кладбище, где нам нужно было бы пережить ту самую сцену перед горящим родительским домом. Насколько сильно это бы раскрыло Ви как персонажа. Когда ближе к концу игры Вёрджил говорит: That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? Он завидует своему брату, завидует жизни Данте, в которой ему не пришлось испытать того, через что прошел он сам. Плохой ли он человек после всего того, что он сделал? Да. Плохой ли он демон? Нет. Он не сделал ничего, чтобы специально причинить вреда людям. Они для него как муравьи, они не вызывают у него эмоций. Он может убить одного из них, если он будет действовать ему на нервы. Но убил ли бы он собственную мать, которая является обычным человеком? Конечно, нет. Вёрджил — это потерянный между человеческим и демоническими началами персонаж, который смог осознать, кто он, только лишившись всего, что он так боялся потерять. Он понял, что он больше не тот маленький мальчик перед горящим домом. Странно. Меня переполняет необычное чувство. Я испуган, потому что я слаб. Мне приходится полагаться на других, потому что я боюсь. Это все то, что делают слабые. С момента, как я получил это тело, все, чем я занимался, это вещи, которые я не хочу делать. Все мои мысли о вещах, о которых я не хочу думать. Пока я постоянно думал о том, почему я был повержен, правда в том, что я давно изменился. Я всегда думал, что я могу заполнить пустоту силой. Все, чего мне не хватало, могло быть исправлено силой. Как иронично. Только когда я лишился своей силы, я понял, что она была всегда у меня под носом. Всегда. Глубоко внутри ответ был всегда там. Цитата.